Всем привет! Пойдет сегодня речь об аккумуляторе, который находится в бесперебойнике. Можно ли его возобновить к работе? Как и что? Кому интересно, смотрите. Это полностью умерший аккумулятор, у него осталось 2,5 вольта. Как я делал в этом видео, скомпонованы первый день, второй и третий день возни с ними, попытка его оживить. И что с ним стало дальше? Всем привет, друзья! Вот аккумулятор. Сейчас попробуем оживить его. По обозначению идет он плюмбум, не кальцированный, как я понимаю. Все это я потом сфоткаю, чтобы поближе было видно. Он от бесперебойника, но видите, крышечки сверху, он обслуживаемый. Попробуем его восстановить. Вот он все, что показывает. Вот от этого бесперебойничка, вот что у меня на коленке лежит. Я посмотрел, что он сухой. Сейчас с утра зашел в автомагазин, купил дистиллированной водички, шприц в аптеке, заправлю и будем смотреть, что будет происходить дальше. Так, вот крышечки открываются, как видите, они на клею. Вот он измазан клеем здесь. И потом вот там видно, вот резиновая пробочка еще одета. Все это я вот этим ножичком подковырнул аккуратно. Я не знаю, вот там видно, не видно. Вот такое маленькое отверстие, это газоотводное. Через нее раз ножиком подковырнул и вытащил. Сейчас я сниму пробочки и будем заливать. По ходу, потому что взял я вот такую херню, сунул туда. В одной что-то есть, в другой совсем сухо. Сейчас попробуем. Если начнет немножечко подниматься, подключу вот к этому блоку питания, к импульсному, и попробую погонять его. Ну вот что пошло дальше. Сначала не дышал, потом набрал 6 вольт. Потребление синенькими это в амперах было 0. Вот уже пошло 30, полезло выше. И сейчас он уже набрал. Сейчас я засекал время. Вот прошло 25 минут. Вот я отключаю прибор, и он сейчас уходит в режим вольтметра. Видите, заряд еще не держит, слишком слаб. Пошло падение. Но с 9 и он ниже. Сейчас опять я включаю свое устройство. Ну, надеюсь, раскачаем. Так что смотрите дальше, что будет. Оживет он или нет. Потом расскажу его историю. Итак, друзья, сегодняшний день заканчиваю на скорую руку. Забыл, что мне ехать. Надо сейчас быстро такси вызывать. Так, отключаю, что у нас появилось на сегодняшний день. Я повторю, что делал я это импульсным током. 2 с чем-то там было. Я выложу таблицу, я записывал по времени. Сейчас сделаю последнюю запись. Буду завтра делать опять заряд-разряд. Так. Поднял я его. Думаю, видно вот так уже. Но это мало, потому что этот блочок слабый. Не тот, что у меня другой есть. Я записываю каждое время, со скольки начал, что там я делаю дальше. Так, сейчас я посчитаю, сколько прошло уже часов. И запишу, забыл показания, пока болтала. Вот когда спешишь, всегда так. Так, втыкаем еще раз. 10:48. В конце уже медленнее поднимается. Ну да, я с проволокой замкнул, сделал разряд. Так, пишу 10.48 вольт. Это уже говорит о том, что следующие 2 вольта добьемся мы его. Значит, возможно, все банки живы. Так, пишу через. И прошло время. Сейчас считаю. В 12:23 начал, сейчас 18:23.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 23. Это что выходит? 6 часов. Через 6 часов. Я свою запись все покажу, все выложу. Все, на сегодня я на этом заканчиваю. Смотрите вторую часть. Это я уже, этот цикл я проведу до полного заряда, до 12 или там 14 вольт с него вышибу. Потом, может, 3, может, 5, может, 6 дней буду заряжать, разряжать. И посмотрим, оживлю или нет. Подписывайтесь на канал, ждите, продолжение будет. И в этот ролик, если будет все нормально, продолжение, или будет что-то не так, я все равно выложу, все равно расскажу и покажу. Все, мне пора бежать. Меня это радует. Достижение, в общем-то, не очень плохое. Даже прекрасное. Не ожидал, думал, все это сейчас быстренько в помойку пойдет. Но, судя по параметрам, может быть, он и неубиваемый. Так, выключаю компьютер. Всего доброго, до новых встреч. Еще я ссылочку кину, где я делаю электровелосипеды, электросамокат. Кому интересно, зайдите, посмотрите, подпишитесь на другой канал. Ну, на этом все. Все, я выключаю и поехал домой. Рабочий день окончен. Итак, друзья, это параметры этого аккумулятора, все, что на нем написано. Не стал я заморачиваться, что-то переводить, пихать в переводчик. Кому интересно, слова видать, вы пишите, зайдите, загоните в переводчик и посмотрите, что там к чему. Сейчас я покажу параметры в течение дня, что я записывал, пока его оживлял. Постарался эти параметры сделать понятнее, с чего начинал, сколько в нем было остаточных вольт. 2.57. Что получилось в течение того времени, что у меня было время его оживлять. Так что будет продолжение сегодня, я буду дальше делать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите продолжения и посмотрим, насколько этот аккумулятор живет. Но уже 10.48 это хорошо за 6 часов. Друзья, речь пойдет об этом аккумуляторе без перебойника. Свинцовый, кислотный. Кому интересно, как я оживлял его, что делал, в каком он виде, куда он сейчас подключен, чтобы уже дальше проводить манипуляции, улучшать его. Смотрите ролик. У ролика будет еще и, возможно, первая часть. Посмотрите в описании. Если есть ссылочка на полную, значит, переходите и смотрите. Всех приветствую. Итак, друзья, это будет вторая часть. Продолжаем. Вот этот аккумуляторчик. Я показывал, как он открывается. Он обслуживаемый. Тут его есть параметры. Также я картинку сфоткал, где буковки хорошо видно. Это в первой части, ссылочка будет в описании. Значит, он мне попал, там был какой-то остаточный ток, ни приборы ничего его не видит. Вот мультимер увидел его, мультиметр. На нем было 2,5 вольта. Сейчас уже 7,8. Идет саморазряд, так как я вчера не успел, просто по времени нужно было домой. Догнал его до 10,4 вольта. Ну, это 6 часов всего он у меня поработало, ему нужно минимум 20. Но сегодня я продолжу. Пока раскачку, оживление. Вот таким самодельным импульсным блоком питания. Он выдает до 16 вольт. По амперажу не помню. Такой же у меня есть до 30 вольт и 9 ампер. Ну, короче, для любых аккумуляторов, для автомобильных достаточно. Почему именно импульсный? Потому что все отложения на пластинах, которые аккумулятор стоял сухой, во-первых, я взял шприц, купил дистиллировочки. Вот в этот маленький аккумуляторчик вот такой шприц взял, доливал. У меня ушло 5 шприцов, получается, 5 шприцов и еще немножко, по-моему, ниже даже 10 шестой шприц. Настолько он был пустой, сухой, поэтому пытаемся из конфетки сделать, из дерьма конфетку сделать.
Значит, сейчас я буду делать, записывать параметры. Я записывал параметры вчера, там через 20 минут, через 30, через полтора часа. И какой вольтаж поднялся. Сейчас вот я напишу, что у меня продолжение было 7,8 вольт, почти 9. Что идет сейчас просадка, саморазряд тоже, потому что до конца не доведено. 20 часов я его не погонял. Сейчас делаю я на повышенном токе. Ставлю 14 вольт. Ну и, короче, все дальше в процессе посмотрите. Процесс этот долгий. Второй день посмотрим, что будет. А потом просто уже как для повторения, чтобы он лучше работал, десульфацию эту проводить. Бывает и до 5, и до 7 раз приходится делать полный заряд. И до 10,5 вольт разряд. Ниже не надо. Но я вчера его не догнал. Всего только до 10,5 вольт догнал. Но это уже говорит о том, что у него банки все живы. Раз уже за 10 ушло. Значит, все. Продолжаю, включаю, записываю видео. Все параметры будут выложены в конце ролика. По первому уже в первом ролике. Ролик я уже запустил. Сейчас отредактирую и уже включу его на канале. Ссылочка вот в этом ролике будет на первый. В описании можете перейти и посмотреть, с чего начинал. Ну и так, друзья. Прошло ровно 3 часа. 10,61 подняли. Я одну клемму отстегнул зарядную. Заряд идет. Здесь у меня выставлено 15,3,6 вольт. Может накрутить побольше, думаю, да нет, хватит. Потребление очень медленно растет. Сейчас я тогда подключу. Посмотрим на потребление. Так, убираем всю эту штуковину. Подключаем. Вот, это значит, они очень медленно оживают. Но все-таки оживают. Было 40, сейчас уже 69. Синеньким это миллиамперы, но ампер в миллиамперах показывает. 0,72 ампера. Не, 0,07374 ампера. Вот. Это за 3 часа мы подняли его до такой фишки. Уже это радует. Сейчас все я это запишу. И будем дальше колбасить. Поэтому я сейчас его гоняю импульсным. Если подыму к вечеру до 12, уже поставлю как автомобильному заряднику. Так что смотрим, что у нас получится дальше. Итак, друзья, время 17 часов. Начали в 10. Это за 6 часов. Чем ближимся к завершению, все идет, движется все медленнее, но раз оживает, это уже хорошо. Сейчас я его не успею добить, но я разрежу, подсоединю к нему лампу и разрежу-ка я его до 10,5 вольт. У меня осталось время с полчаса тут быть. За полчаса он слабенький, надеюсь, разрядится. Так, мультимер отключаем. Отключаем зарядник. Он у нас будет выступать в роли мультиметра, чтобы следить, до скольки разрядился. Подключаем сейчас нагрузочку. Ну вот. Вот я его подключил. Вот такая у меня самопальная лампа. Из 220 переделана. Там запараллелено по-своему. Заряд быстро падает. Вот уже даже на 9 упал.
Ну, сейчас дойдет до 9. И теперь я его буду заряжать на обычном заряднике. Заберу домой, то он как раз у меня там. И буду заряжать его уже на автомобильном заряднике. Дальше там я все вам расскажу. Итак, друзья, до 12 я не поднял, как планировал поставить уже к автомобильному нормальному заряднику, а не к импульсному. Вот сегодня день 3. Блин. Ладно, я назову, может как-то будет видно. 10.76. Так что все-таки я постараюсь сейчас включить. Вот он держит все равно. 10.75, ниже уже не падает. Это уже приятно. Сейчас я его включу. Потребление у него вон пошло уже 300, 370, 0,370. Значит, постепенно оживает. Но сегодня 3-й день. А потом уже, может, 2 дня, а может и 5. Заряд, разряд, заряд, разряд. Это десульфацию сделать. Сейчас он делает импульсными токами, потому что этот аппаратик мой самодельный, он выдает импульсные токи. Ну и потом подключу дальше я его к солнечной панели, к контроллеру солнечной панели. Как я вот когда-то, я же говорил, был начальник аккумуляторной. Дальше, после всех разрядов с обычного для кислотных аккумуляторов зарядного устройства, будут работать через панели недельку. Там как бы на малых токах. И, возможно, он вернется к процентам 80-90 своей жизни. Ладно, кому интересно, смотрим дальше. Какие будут вопросы, я всегда отвечу. Так что давайте, день только начался. 1 мая, сегодня всех с праздником. 1 мая 2023 год. Буду я сегодня все равно на работе, буду ковыряться, заниматься делом, а не пивас пить. Ну и так, вот что у нас получилось. День 3. Простоял он 1,5 часа. Сейчас я опять дам ему нагрузку. Разряжу до 10,5 вольт. И дам опять. Ну, все по новой. Вот у меня проводочки есть. К лампе, которая над столом висит, 12-вольтовая. Сейчас я буду это все ей разряжать. Уберу мультиметр. Оставлю подключенный прибор в режиме вольтметра. И потом посмотрим, что дальше пойдет. Потому что до 12 он доходит и слетает сразу. Еще, значит, надо попробовать сделать разряд, потом заряд. Так что будем колдовать дальше. Ну вот, дал я ему нагрузку. Вот такая лампа висит. Это 220. Перемкнуто, переделано на 12. Горит вроде ярко. Вот идет просадка здесь. Уже 10,3. Ну, может быть, тогда до 9 уроню. 9,5. Так, здесь почему-то 10,38, а здесь 10,63. Почему подключил все вместе? То, что здесь вот крутится вентилятор. Это тоже нагрузка. Она сейчас идет. Вся вот отсюда идет, с аккумулятора вот отсюда идет. Так что все, сейчас пока разряжаю, а потом поставлю на заряд. Работать я сегодня буду не полный день, еще часа 4. Ну и посмотрим, что с этого получится. Дальше за сегодняшний 3-й день. И если все меня устроит, и он поедет сегодня домой, ставится на нормальную зарядку, на автомобильный зарядник. Хотел вчера, но перенес я все это на сегодня. Ну и вот, видно, не видно цифрах, я озвучу. Не знаю, как вот он. Так получается 10.29. Ну вот этот показывает уже 10.05. Это она постепенно падает в течение часа. Значит, держит. Лампа это пожирает много. Не помню, сколько ватт. Плюс там вот этот прибор жрет, плюс вентилятор крутится. Ну, уже это радует. А что я сейчас хочу сделать? Сейчас я все это дело отключу.
Еще раз долью шприцом водички. И буду доводить цикл уже до 13, ну, может, до 12, дай бог. Попробую. Сейчас я установлю телефончик на штатив. Итак, продолжаем экзекуцию аккумулятора. Сейчас все отключаем. Заодно покажу, как водичку наливать. Это лампа отключилась. Хотя ее можно оставить как подсветку. Чтобы не мешало мне это все. Пол-ампера жрет, ну, 0,6 ампера. Мигает, там уже диоды неисправны, тем более переделка из 220 вольт. Так, берем мою доливочку. Вот обычная дистиллированная вода. Рядом стоит хлорка. Сейчас бы попутал. Так, сейчас я буду заливать через иголку, чтобы помедленней. Чуть-чуть доливаю. Это побольше ушло. Так, вот, все. Убираем иголку. Сливаем доливочку. И проводим такую манипуляцию. Лишняя вода там не нужна. Просто весь носик шприца, вот, чтобы он касался корпуса. Больше, чем он достанет, он уже не возьмет. Ну вот и все. Где моя тут салфетка из туалетной бумаги? Скотчем я проклеивать не буду, как многие показывают, потому что дырочки, через которые крышечки вот эти, краюшки у них дырочки, это газоотвод, не стоит их заклеивать. Великой беды не будет. Если соберется газ, аккумулятор не разорвет, конечно, он выдавит скотч в первую очередь. Ну и все. Сейчас я подену резиновые крышечки. Потому что я вот уже это делал доливочку 3-й раз. Потом сегодня 3-й день. Гоняем разряд, заряд. Где-то пластины были более сухие, сейчас пропитались.
за все это время. Все-таки есть как бы вибрация при заряде внутри. Все это просело. Эти пока не буду пластиковые закрывать. Ну и так, дальше берем обратно ток. Отключаем ту подсветку. Вставляю 14,5 вольт. Ампер. Ну давай, дорогой, поехали. Сейчас я отключу, еще раз гляну. Сейчас вот я воды долил, он был 10,3, стал 11 вольт. Сейчас он у меня работает в режиме вот, если видно, 11,06, 11,05. Сейчас жму пуск. 13,27, это 14,5, вот так дало просадку. Вот здесь начиналось сначала с нуля и единички, потом первые 2 дня, на второй день, в конце дня уже дошла до выше 100. Вот уже потребление растет, это уже очень хорошо. Самодельный импульсный блок питания. Этот у меня до 14,5 вольт до 7 ампер. И еще один у меня такой же дома сделан. До 30 вольт 9 ампер. И вот сейчас еще один хочу собрать. Да. Что, на 60 вольт 15 ампер, по-моему, или 20 по плану у меня было. Так, ну что, ждем дальше. Так, еще раз выкидываем. О, уже 11,2. Будем экспериментировать дальше. Чтобы время не тянуть, сейчас пока остановимся. Дальше вот так уже прошло с утра, сейчас 15 часов, был я в 10, за 5 часов. Он поднялся до 12,3. Сейчас подключена нагрузка, уже, наверное, минут 20. Уже вот упал он до 11,16. Блин, вот камера фонит вот так вот. Вот он замигало, хоть видать. Это телефон считывает ее скорость. В реальности оно не мигает. Совпадает у них что-то там. Вот уже вроде как бы стабильненько. Сейчас еще раз подыму. Мне осталось работать 2 часа. За 2 часа, думаю, на 13 подыму вольт. И все, дома дам тоже разряд. И поставлю на зарядку для автомобильного. И попозже, может на всю ночь, будет уже виден результат. От автомобильного заряжу и подцеплю к солнечным панелям. Так что смотрим далее. Вот так и держит 11,16. Ну, итак, друзья, когда я на работе завершал работу, он у меня поднялся до 12,3 вольта. Вот у меня есть вот такой старинный савдеповский мощный аппарат. Сейчас я выставил пока 12,5 вольт. Вон вода уже полезла с него. Начинает кипеть. Сейчас буду брать шприц, с этих отбирать. Уже стоит час, вот только начинает закипать. Долго гонять не буду. Думаю, часиков в 10 вечера, часа через 4 я это дело прекращу. И подсоединю к солнечным панелям. Пускай он в ночь разряжается, а с утра солнышко на малых токах его заряжает. Ну и посмотрим потом, что получится у нас из этого. Потому что когда я последний раз делал ему разряд с той лампой на работе, он у меня остановился на, по-моему, 11,7. И больше фактически не падал. Почти было уже 12. Ну все, это 3-й день, он как бы заканчивается. На этом закончу ролик. Уже когда будет возле панели, я продолжу 3-ю часть. Потому что результат все-таки надо узнать. И заодно расскажу, почему лучше использовать вот такую старую савдепщину.
но не современная автоматическая зарядка у которых. Кому интересно, подписывайтесь, будет третья часть. И в тех частях, что в первой, я выложу ссылку на эту часть, а здесь на первую часть. И значит, здесь же и появится ссылка на третью часть, когда она выйдет. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, хотя бы за то, что нет музыки. И эту часть я заканчиваю. Сейчас в нем уже стабильных 12, больше 12 вольт держится. После заряда этим устройством мне сегодня ночь покажет. На постоянной диодной ленте будет сидеть. Будет ночью идти разряд. Итак, вот прошло 3 часа. Я уже подключил. Вот это все стабильно держится. Пляшет оно туда-сюда, потому что вот, как я и говорил, задняя сторона у меня окно. Это солнечные панельки. Я их сам спаял. Этих квадратиков здесь 150 штук. Они как раз заряжают автомобильные аккумуляторы и обеспечивают электричеством. А этот будет подключен на отдельную. Вот стоит такая платочка. Сейчас, когда на улице стемнеет, и автоматически включится свет. Сейчас панели дают, получается, больше, чем в аккумуляторе. Но как они станут дать меньше, вот эта плата все переключит на свет. Провода вот уходят, уходят. Вот там светодиодная лента. Еще есть. А в течение дня все это заряжается. Теперь вот оно и дает малые токи. Хочу погонять еще несколько дней на малых токах. А завтра уже буду проводить первые замеры. Вот эта циферка сейчас как бы окончательная. Зарядное я оставил на минимум автомобильное. По-моему, оно 12,4. Но здесь мы видим 12,3. Ну, 32,3 будем считать. Так что подписывайтесь на канал. И еще, если я сделаю полный ролик, где и входит еще и первая часть, спуститесь в описании, посмотрите, если есть ссылка на полную версию, так, наверное, и будет называться. Посмотрите на другом канале тоже. От А до Я, как говорится. И еще, сейчас я буду другой модели бесперебойник. Он начал что-то щелкать, жена звонила, я искал выключить с розетки и все. Заниматься им. Посмотрим, какой там аккумулятор и можно ли его оживить. Сегодня вот эта светодиодная лента будет гореть, получается, до рассвета. Придет рассвет, панели начнут выдавать ток. Плата переведет электричество на аккумуляторы и отключит диодную ленту. Кому интересно, сколько стоит эта плата, по-моему, 25 рублей, может 30, где я ее покупал. И панельки, наборы вместе с шинами, с широкими шинами, с узкими, чтобы спаивать. Вот они спаяны, скотчем проклеена задняя часть. И все, окно открывать не хочу, потому что тема не про панели. Сейчас придет инвертор и еще один аккумулятор, и достаточно будет для телевизора и работы холодильника. Холодильник старенький, вот такое вот потребление у него большое, но поэтому я посчитал, что пару новых аккумуляторов потянут. Этот старый я заказал 2 аккумулятора. Это 55-ка, а заказал я 60-ку. Там видно, что это 55-очка. Я ее тоже поднял с ничего. Ей в апреле было уже 10 лет. 80% подъема. Сейчас придет мне новенький приборчик, тестер аккумуляторов. Я буду все делать замеры всех аккумуляторов. Ну, кто подписан на канале, конечно, увидит. Так что, кому интересно, подпишитесь. Так, наверное, параметров в цифрах не видно. Видно, стрелочка мигает, от панели идет заряд в данное время. Сейчас выдают они 2,6, 12,6 панелька дает. Ну и опять, это сейчас не про панельки, а он единичка уже, потому что все-таки уже устройство что-то же все-таки должно потреблять.
А завтра я уже начну вести запись о томаком, который сейчас вытащу бесперебойником, можно ли что-то сделать. И уже замеры первого дня, второго, насколько это ожило. Это тоже будет как бы продолжение, но отдельным роликом. Ну, на этом все. Ставьте лайки. Есть у меня еще каналы. Завтра начну делать вилки для самокатов электро. Как я резину, как оси сделал. Это будет все на другом канале. Кому интересно, опять же, везде в описании, в комментах всегда отвечаю. Заходите в комменты, ссылочки на покупку вот этой штучки дам. Кому надо будет на эту, кому на панельки. Ну, до встречи на разных моих каналах.